Всем привет! В этом видео мы познакомимся с Google формами. Google формы– это универсальный инструмент для сбора данных в формате онлайн, с помощью которого можно реализовывать самые разнообразные сценарии. Так, в Google формах можно, например, создавать опросы для сбора ответов множества респондентов, можно подготавливать тесты с автоматическим распределением баллов, можно создавать мобильные онлайн-формы для записи данных в собственные таблицы с любого устройства и так далее. В общем, инструмент крайне практичный, и рано или поздно он может понадобиться, пожалуй, каждому. Что при этом также особенно хорошо, так это то, что Google формы очень интуитивно понятны и абсолютно бесплатны. Так что все, что вам потребуется для начала работы с ними, это аккаунт или же, иначе говоря, почтовый ящик Google. В сегодняшнем видео мы разберем все доступные в Google формах типы вопросов, мы узнаем, как выстраивать определенную логику прохождения опроса в зависимости от ответов пользователя, научимся работать с разделами и отдельными вопросами, узнаем, как встраивать проверку данных в вопросы и так далее. В общем, мы обсудим абсолютно все самое важное при работе с Google формами. Ну и давайте, собственно, приступим. Если вы пользуетесь браузером Chrome, то все очень просто. Открываем его, и на стандартной стартовой странице браузера, вот здесь, мы можем перейти в Google Диск. Именно в нем и происходит подготовка Google форм. Если вы используете другой браузер, то просто переходим на страницу google.com, и здесь у нас также имеется кнопка навигации по продуктам Google. В общем, в каком бы браузере вы ни работали, нам нужно зайти в Google Диск. Так что я щелкаю по вот этой кнопке. Отлично. Чтобы в дальнейшем было легко находить нужные вам файлы, сразу советую позаботиться о правильной и понятной для вас структуре папок в вашем Google диске. Для нашего же маленького примера в сегодняшнем видео я просто здесь же создам третью папку. Щелкаю по кнопке «Создать» и выбираю папку. Задаем новой папке название и подтверждаем ввод. Да, как вы заметили, папка называется «Опросы подписчиков». И в качестве нашего первого примера мы вместе создадим опрос, в котором я вас приглашаю принять участие. Но об этом чуть позже. Давайте сперва создадим и подготовим сам опрос. Для этого двойным щелчком открываем нашу новую папку и в ней опять-таки щелкаем по кнопке «Создать». Появляется вот такой список, и в нем мы теперь выбираем опцию «Google формы». Создается новая пустая форма, вот она у нас открылась, и эта форма сразу же сохраняется в той папке, в которой мы находились. Вот покажу. Возвращаюсь в папку, и здесь мы видим ту самую новую форму. Окей. Вернусь к ней и приступим к ее подготовке. Во-первых, давайте поменяем ее название. Щелкаю по текущему названию и пишу следующее. Щелкаю теперь мышкой где-нибудь по заднему фону опроса, и название у нас сразу поменялось. В этом мы можем также убедиться в Google диске. Вот, вернусь в него и видим. Здесь уже точно так же отображается новое название нашей только что переименованной формы. Давайте в нее и вернемся. Когда мы произвели переименование, также был автоматически изменен и заголовок формы. Вот здесь. Будущим респондентам опроса при этом совсем не нужно знать, по каким принципам мы определяем названия для наших файлов и форм. Так что этот заголовок сразу следует изменить на нечто более подходящее и само за себя говорящее. Напишу, например, «Опрос зрителей канала». Обратите при этом внимание, так мы изменили лишь заголовок опроса, или, если быть точнее, заголовок его первого по умолчанию добавленного раздела. Сам файл мы не переименовывали. Вот, имя у него осталось все то же. Отлично. Также у нас есть вот такое поле для описания и дополнительных объяснений. Давайте в качестве примера я впишу следующее. Окей, что ж, теперь приступим к рассмотрению различных типов вопросов, доступных в формах Google, и то, как с ними лучше всего работать. Итак, по умолчанию в новой форме сразу создается один раздел, вот он, в котором имеется один вопрос формата «один из списка». Вот этот вопрос. Таким образом, получается у нас сейчас в вопросе два элемента. Один обязательный раздел и первый вопрос. Для добавления вопрос новых разделов, вопросов и прочих элементов у нас есть вот такой элемент управления. В нем мы можем добавить еще один вопрос, формат которого определяется в дальнейшем вот в этом выпадающем списке. Мы можем добавить новый раздел. Они нужны для составления логики прохождения опроса в зависимости от ответов респондентов, но об этом мы еще отдельно поговорим. Также мы можем импортировать элементы из других уже имеющихся опросов. Ну и дальше у нас есть вот такие элементы разбивки. С их помощью мы можем посреди опроса вставлять дополнительный текст, картинки и даже видео. Пример мы приведем буквально через пару секунд. Окей. Когда мы выбираем один из элементов, он подчеркивается вот такой полоской. Это важно, так как в таком случае мы знаем, куда будет вставлен новый элемент, если мы щелкнем по одной из вот этих кнопок. Вот, сейчас выбран вопрос, нажимаю на кнопку добавления картинки и загружу, например, вот этот баннер. Окей, новый элемент был успешно вставлен после первого вопроса. Если же мы сперва кликнем по заголовку первого раздела, где-нибудь вот здесь, и вставим сейчас такой же элемент с картинкой, то он будет помещен, соответственно, сразу после текущего активно выбранного элемента, то есть после заголовка раздела. Отменю последнее действие вставки второй картинки, просто используя комбинацию клавиш Ctrl-Z. Вот у нас осталась теперь лишь нижняя картинка, и давайте ее все же поместим перед первым вопросом. Щелкаю по ней.
у нас появляется вот такая отметка, за что, так сказать, нужно этот элемент тянуть, чтобы изменить его позицию. Так что навожу сюда курсор, зажимаю левую кнопку мышки и просто перетягиваю этот элемент на нужную позицию. Также можно задать картинке заголовок и всплывающий текст, который будет показываться, если пользователь держит мышку над картинкой. Но мне это сейчас не нужно. Отлично. И по такому же принципу, в качестве вот такой разбивки, в вопросы можно вставлять также видео и просто промежуточные замечания и описания. Если же нажать на вот этот символ, то можно посмотреть, как опрос выглядел бы в его текущем состоянии для пользователя. Окей, закрою это окно и продолжим. В верхней части окна мы также можем найти следующую кнопку. С ее помощью можно настроить внешний вид опроса. Во-первых, мы можем вставить в самом верху опроса, вот здесь, одну из предоставляемых Google картинок. Их здесь достаточно много, и они поделены по категориям. Также можно загрузить и свою собственную картинку. Давайте в качестве примера как раз это и сделаем. И получается, переведем таким образом тот самый баннер в Column Title. Нажимаю на «Добавить» и опять загружаю с компьютера тот самый баннер. Готово. Этот же элемент теперь можно удалить. Вот так выбрав его, щелкаю по кнопке удаления. Сразу после добавления картинки в Column Title был изменен цвет темы опроса. Автоматически цвет вышел какой-то болотный, мне он не очень нравится, так что нажимаю вот здесь на символ плюса и выберу какой-нибудь приятный зеленый цвет. Также сразу изменился цвет фона. Верну ему белый цвет. Отлично. Что ж, теперь перейдем к самому интересному, к типам вопросов и к тому, как с ними работать. Начнем уже с имеющегося здесь вопросов формата «один из списка». В качестве примера я задам следующий вопрос. Вместо подписи «Вопрос без заголовка» вношу статус подписки. После этого нажимаю на 3 точки и выбираю пункт «Описание». У нас появляется еще одно поле, и в нем я теперь внесу описание вопроса «Подписаны ли вы на канал?». Внесем варианты ответа. Первый вариант ответа «Да», и второй вариант, вот здесь у нас есть подпись «Добавить вариант», щелкаем по ней, и Google сам догадывается и вносит вариант ответа «Нет». Если нам нужен был бы другой вариант, просто выбираем только что добавленный и изменяем его. Верну все назад, так как Google и вправду правильно догадался. Тут же мы сразу можем указать, если нам нужно, что в рамках данного раздела этот вопрос должен быть обязательно отвечен. Окей, теперь обсудим некоторые особенности. Во-первых, вот эту постановку вопроса можно писать и напрямую целиком в заголовке, вот здесь, а не в разделе описания. Тем не менее, я не советую так поступать. Причиной тому является результат, который мы получим при экспорте ответов респондентов в табличном виде. При текущем варианте у нас будет просто столбец «Статус подписки», и в нем будут варианты ответа «Да» или «Нет». Если же всю постановку вопроса прописать в заголовке, то при множестве вопросов в экспортируемой в результате таблице будет вот такая немного хаотичная картина. Тем не менее, решать, конечно, вам, но я все-таки советую использовать именно вот такой подход. Во-первых, посмотрим, как форма сейчас выглядит для конечного пользователя. Нажимаем на символ предпросмотра, и вот результат. Column Title с картинкой, заголовок опроса, введение в него и первый вопрос формата «Один из списка». Пользователь может выбрать нужный вариант и отправить свой ответ. Я этого пока делать не буду, так как, хоть это и предпросмотр формы, если нажать на кнопку «Отправить», результат будет реально вписан в итоговую таблицу ответов. А отправку ответов мы еще с вами протестируем отдельно чуть позже. Ну и последние замечания, прежде чем мы перейдем к добавлению следующего вопроса. Нажав на символ 3 точек в рамках вопроса этого типа, мы можем перемешать ответы так, чтобы для каждого пользователя порядок вот этих ответов выбирался случайным образом. И также мы можем настроить действия для каждого из этих ответов. Именно с помощью этой настройки и можно создавать определенную логику прохождения опроса в зависимости от ответов. То есть, например, если респондент подписан на канал, то он может отвечать на следующие вопросы. Если нет, то опрос сразу завершается. Это просто такой первый быстрый пример. Мы к этому пункту еще более подробно вернемся при подготовке одного из следующих вопросов. Что ж, первый вопрос готов. Теперь давайте добавим второй вопрос. Нажимаю на символ плюсика. И этот вопрос опять-таки у нас будет формата «Один из списка», но теперь с определенной особенностью. Смотрите, заголовок вопроса будет «Я узнала о канале», добавлю описание «Как вы вышли на канал», и предопределенные варианты ответов будут следующие. В ходе поиска видео определенной тематики на YouTube, через рекомендованные видео YouTube, через поисковик Google, через поисковик Яндекс и по рекомендации знакомых. Это предопределенные варианты ответов. Также сделаем этот вопрос обязательным к заполнению. И вот теперь настроим его главную отличительную черту. А именно, в случае с этим вопросом все того же типа «Один из списка» я щелкну по подписи «Добавить вариант другое». Таким образом, в вопрос добавляется специальный пункт, в котором респондент может внести свой собственный, отличный от предложенных вот здесь ответов, вариант. Глянем на это в режиме предпросмотра. Вот, как видим, у нас теперь есть также второй вопрос с предопределенными вариантами ответа, и если ни один из них пользователю не подходит, то он может выбрать опцию «Другое» и вписать свой собственный вариант ответа. Окей.
второй вопрос готов. И последнее замечание перед переходом к следующему вопросу. В этом вопросе все предопределенные варианты ответа я вписывал вручную. При этом, если у вас варианты ответа уже где-то имеются в текстовом формате, например, если вы их заранее подготавливали, то их можно быстро вставлять в форму следующим образом. Удалю эти варианты ответа, чтобы показать, и, предположим, мои варианты ответов уже прописаны в каком-нибудь вордовском файле вот таким образом. Тогда я могу просто вот так выбрать нужные мне ответы, скопировать их и вернуться в форму Google. Здесь я теперь выбираю первый вариант ответа, использую комбинацию клавиш Ctrl-V и все. Все ответы сразу отлично были вставлены, их не нужно добавлять по одной штуке. Точно так же варианты ответов можно копировать и из файла Excel. Копирую нужные ячейки и вставляю их содержимое в Google форме. Ну и не забываю, если нужно, добавить вариант другое. Отлично, второй вопрос готов. Переходим к следующему вопросу. Его заголовок будет «Интересующие программы». И в этот раз мы воспользуемся вопросом формата «Несколько из списка». Описание я добавлю следующее. По каким программам вы хотели бы видеть видео на канале? Варианты ответов здесь будут такие: Excel, Google Sheets, LibreOffice, Word, Adobe Photoshop и другое. Вопрос будет обязательный. И еще одно замечание. Щелкнув по символу 3 точек, мы можем добавить проверку ответов. То есть мы можем сказать, что нужно выбрать, например, не менее 3 вопросов. Сообщение об ошибке же будет вот такое. Также из других правил есть возможность указать максимум доступных к выбору возможных опций, а также можно сказать выбрать ровно определенное число ответов. Я оставлю такой вариант проверки данных. Что ж, этот вопрос формата «Несколько из списка» также готов, и посмотрим, как он выглядит для респондентов. Как и говорит название формата вопроса, пользователь может выбрать здесь сразу несколько вариантов, а благодаря уточнению нашего правила проверки, выбрать он должен как минимум 3 варианта. Отлично. Переходим к следующему вопросу и с ним же к следующему разбираемому формату вопросов. Итак, в этот раз это будет формат «Строка текста». Заголовок будет «Каналы по тематике», и в описании напишем, какие еще YouTube-каналы по схожей тематике вы смотрите. Вот так просто настраивается этот вариант вопроса, и пользователь в итоге видит вот такое окошко, в которое нужно вписать текст. При этом обратите внимание, и этот вопрос также имеет дополнительные настройки. Щелкаю по 3 точкам и выбираю пункт «Проверка ответов». Здесь есть разные варианты. Во-первых, можно потребовать от респондента вводить лишь числа, соответствующие одному из вот этих правил, ну или также любые числа. Для этого выбираем просто пункт «Число». Также можно потребовать ввести текст с определенными характеристиками. Например, содержит определенный текст, не содержит его, является адресом электронной почты или ссылкой. Также можно задать максимальную длину ответа в символах и даже определить тип ответа с помощью регулярного выражения. В общем, также обязательно запомните, что есть вот такие возможности заставить респондента вводить данные лишь определенного формата. Окей, в моем случае такие проверки не нужны, так что это правило я удалю. Следующий вопрос. В этот раз это будет целый абзац. Заголовок будет «Нужно видео о». Описание будет следующее. Опишите тему, на которую вы хотели бы увидеть отдельный обзор. Также сделаем заполнение этого поля обязательным, а из правил, быстро покажу, мы здесь можем задавать минимальное и максимальное количество символов в ответе. Правило мне опять-таки не нужно, так что я его удаляю. Готово. На примере следующего вопроса разберем тип «Раскрывающийся список». Вопрос будет такой. Как вы относитесь к обращению автора на «ты», на «вы» к зрителю? Этот вопрос для меня реально интересен. Постоянные зрители канала наверняка заметили изменения в моем подходе в этом плане. В самом начале существования этого канала к зрителям я обращался на «вы». Где-то примерно в первых 30-40 видео. После этого я стал обращаться на «ты», и вплоть до недавних пор обращение было именно в таком формате. Однако, в последнее время участились комментарии, что обращаться нужно на «вы». И я опять решил сменить свою позицию в этом плане. Для меня обращение на «ты» ни в коем случае не говорит, что я отношусь к зрителям без уважения. Для меня это лишь попытка сблизиться с вами. Тем не менее, если формат общения на «вы» удовлетворяет большее количество зрителей, то я спокойно готов вернуться к нему. Что, собственно, уже и сделал. Подхожу я в этом плане по следующей логике. Те, для кого формат на «ты» в порядке, естественно, нормально, полагаю, воспримут переход на «вы». Те же, для кого обращение на «вы» важно, также будут довольны изменениям. В общем, вот так я подошел к этому вопросу, и мне будет правда интересно узнать, что вы думаете по этому поводу. Так что не стесняйтесь делиться своим мнением в этом опросе сразу после просмотра видео, а через пару недель я опубликую результаты по этому вопросу. Ладно, вот такое небольшое лирическое отступление от темы, и давайте вернемся к подготовке вопроса. Это также будет обязательный вопрос, и в его дополнительных настройках можно лишь настроить логику прохождения опроса в зависимости от ответов. Но об этом мы поговорим отдельно, буквально через один вопрос. Отлично, здесь мы закончили и посмотрим, как результат выглядит для пользователя.
Это в конце концов вот такой выпадающий список, в котором можно выбрать один из доступных вариантов. Окей, двигаемся дальше. Следующий вопрос будет формата шкала. Добавлю заголовок, описание, вопрос обязательный, ну и расшифровка минимального и максимального значений. Окей. Посмотрим, как этот вопрос выглядит. Это вот такая шкала. Отлично. Переходим к следующему вопросу. И сейчас я добавлю вопрос формата «один из списка». Да, этот формат мы уже разбирали, а причина, почему я опять его выбрал, заключается в том, что сейчас мы будем фокусироваться на построении логики прохождения опроса. Мы сейчас научимся делать опросы с нелинейным сюжетом. То есть смотрите, в предыдущем вопросе мы спросили респондентов, как они оценивают свой уровень владения программой Excel на момент знакомства с каналом. Следующим шагом я хочу узнать, как они примерно оценивают свой уровень владения по все той же шкале, только на сегодняшний день, после просмотра видеоуроков на канале. Для экономии времени сделаем следующее. Скопирую этот вопрос, сдвину его вот так в самый низ и сразу поправлю. Так вот, нет особого смысла задавать зрителю вот этот вопрос, если он еще толком и не посмотрел видеоуроки на канале. Поэтому в промежуточном вопросе мы сейчас выстроим следующую логику. Сделаем следующее. Получается, мы спрашиваем зрителя, просмотрел ли он как минимум 20-30 видео на канале. Если да, то есть смысл задать ему следующий вопрос, то есть как он оценивает изменения своих навыков. Если нет, то следующий вопрос стоит перепрыгнуть. Для построения подобных логик и сюжетных линий в наших опросах у подходящих типов вопросов есть следующая дополнительная настройка. Выбрать действие для каждого варианта ответа. Нажимаю на нее, и у нас появляются вот такие дополнения. В них мы можем указать, куда респондент должен быть отправлен при выборе того или иного ответа. При этом направления задаются лишь с помощью разделов. То есть смотрите, открою, например, вот эту настройку, и тут у нас на данный момент имеется лишь 3 варианта. Перейти к следующему разделу, отправить респондента в раздел номер 1, в котором он, собственно, уже и находится, так как у нас всего один раздел в вопросе пока что. И также у нас есть вариант сдачи формы. То есть, предположим, респондент выбрал вариант ответа «нет», и в таком случае все, до свидания. Для вас вопрос окончен и форма выслана. Для нашей логики ни один из этих вариантов не подходит. Поэтому мы сделаем сейчас следующее. Выбираю этот вопрос, он у меня уже выбран, вижу это по вот этой синей полоске, и добавляю сразу после него новый раздел. Нажимаю для этого вот сюда. То есть мы выделили следующий вопрос в новый раздел. Переименуем этот раздел следующим образом. Ну и сразу добавим теперь уже после вот этого последнего на данный момент вопроса еще один новый раздел. Выбираю вопрос и нажимаю на кнопку добавления раздела. Назовем его просто «Завершающие вопросы». Так вот, после вот этого вопроса нам нужно было добавить сюжетную развилку. Щелкаю для этого по вопросу и здесь теперь делаем следующее. Если пользователь выбрал вариант ответа «да», то отсылаем его в раздел 2. Оценка развития навыков. В случае же ответа «нет», этот раздел нужно перепрыгнуть. Поэтому здесь настраиваем переход в раздел «Завершающие вопросы». Отлично. Вот мы настроили 2 сюжета прохождения опроса, и в конце мы их обязательно оба протестируем. А пока же давайте завершим наш опрос. Осталось буквально пара вопросов. Следующим рассмотрим тип вопроса «Сетка». Это такой своеобразный вопрос, в котором можно оставлять выбор на пересечение определенных столбцов с определенными строками. Выглядеть этот вопрос в итоге будет вот так. То есть в нем в каждой строке можно выбрать по одному варианту ответа, а варианты ответа, собственно, представлены в заголовках столбцов. Из расширенных настроек у нас имеется следующее. Во-первых, можно требовать ответа на каждую строку. Естественно, также можно перемешивать варианты ответов. Ну и в конце концов можно разрешить использовать каждый ответ лишь единожды. Супер. Ну и следующий формат вопроса – это сетка флажков. С ним приведем вот такой пример. Выглядеть этот вопрос для пользователя будет схоже с предыдущим вопросом, с разницей в том, что здесь можно выбирать несколько опций ответов. Из расширенных настроек все опять-таки схоже с предыдущим вопросом. Отлично. Ну и у нас остаются последние 2 типа вопроса – дата и время. С помощью этих вопросов мы можем облегчить респондентам ввод данных в формате дат и времени. То есть, например, можно попросить пользователя ввести дату просмотра этого видео. Выглядеть это в результате будет вот таким образом. Вот в таком календарике пользователь в итоге сможет быстро выбрать дату и ввести в ее в нужном, правильном формате. То же самое и с форматом вопроса «время». Пользователь получает возможность ввести ответ вот в таком специальном поле. Кстати, в последнем вопросе можно также просить ввести вместо времени продолжительность. И да, еще есть тип вопроса, в котором пользователь должен загрузить файл. Это очень классный тип вопроса, но о нем я позже сниму отдельное видео. Если же рассказать вкратце, то пользователь загружает файл, он сохраняется в специальной папке в вашем Google диске, а в таблице результата опроса в итоге выводится ссылка на файл в Google диске. Формат вопроса реально очень здоровский и открывает перед нами огромные возможности. Так что можете уже самостоятельно с ним ознакомиться, а я, как и было сказано, сниму о нем позднее отдельное видео. И когда оно будет готово, оставлю здесь в подсказке на него ссылку.
Фух, супер. Вот мы и разобрали подробно все типы вопросов, а также узнали, как выстраивать в вопросе сюжетные линии. Вот эти 3 последних вопроса я добавил лишь для разбора форматов вопросов время, дата и загрузка файла, и поэтому удалю их, они нам не нужны. Таким образом, в содержательном плане наш опрос полностью готов. Давайте финально рассмотрим вот эти общие настройки, и после этого сами пройдем готовый опрос. Итак, во-первых, опросы можно превращать в тесты, чтобы таким образом за правильные ответы респонденты получали баллы. Это отдельная тема, и ее я также когда-нибудь рассмотрю в специальном видео. Поэтому сейчас мы этот раздел настроек перешагиваем. Следующий раздел – ответы. Здесь мы можем включить сбор адресов электронной почты пользователей. Если эту настройку активировать, то в вопросе появляется обязательный вопрос, в котором пользователь должен внести свой email. Если опция сбора адресов электронной почты включена, то у нас появляется возможность по прохождении опроса отправлять ответы пользователя ему самому, так сказать, для протокола. Кроме того, можно ограничить количество прохождения опроса одним пользователем. Для этого пользователи должны будут перед прохождением опроса залогиниться под своим аккаунтом Google. Окей, мне никакие из этих настроек не нужны. Далее, в разделе «Презентация» мы можем поправить еще некоторые характеристики опроса. Так можно включить указатель процента прохождения опроса в разделах. Это будет в вопросах выводиться вот такая полоска снизу. Можно перемешивать отдельные вопросы. При этом будьте аккуратны с этой опцией, если у вас в вопросе также имеются сюжетные линии. Можно кастомизировать текст подтверждения сдачи формы, и можно включить или отключить отображение ссылки для повторного прохождения формы. Я эту настройку как раз сейчас выключу. Также можно показать респондентам обобщенные результаты опроса, ну и отключить для них автосохранение неотправленных ответов. Окей. И ниже у нас остаются еще вот такие 2 настройки. Отлично. Теперь следующий важный пункт. Сейчас я этот опрос создавал в одиночку. При этом, если вот тут сверху нажать на 3 точки и выбрать опцию настройки доступа, то можно пригласить дополнительных пользователей для совместной работы над подготовкой этого опроса. Просто вписываете вот сюда почтовый ящик Google и отсылаете уведомление о приглашении пользователя к совместной работе над опросом. Это и вправду очень здоровская функция. Далее, здесь же можно предзаполнить форму, например, чтобы у респондентов было представление, что и куда нужно вписывать. Тут все достаточно интуитивно понятно, так что идем дальше. Окей, и таким образом мы подошли к самому важному. Как теперь пригласить респондентов поучаствовать в этом опросе? Для этого просто нажимаем на «Отправить», и здесь приглашение можно отправить по электронной почте. Можно встроить опрос в HTML-страницу, ну и, пожалуй, наиболее часто используемый вариант – это копирование ссылки и уже ее последующая отправка по требуемому коммуникационному каналу. Эту ссылку, кстати, можно сделать вот такой аккуратной, поставив галочку в поле «Короткий URL». Копируем ссылку и отправляем ее кому нужно. А мы же с вами сейчас как раз сами этот опрос и пройдем. Открываю новое окно браузера в режиме инкогнито и ввожу в нем эту ссылку. И вот мы в качестве респондентов видим наш долгожданный опрос. Давайте пройдем его. Вы подписаны на канал? Ответим «Да». Я узнал о канале, например, через поиск YouTube. Меня интересует Excel, Google Sheets, Word, Photoshop, ну и пусть также Premiere Pro. Какие каналы по схожей тематике вы смотрите? Назовем, например, канал Николая Павлова. Здесь я назову тему следующего запланированного видео – создание QR-кодов в Google Sheets. Дальше. Мне пусть будет без разницы. Теперь, предположим, в начале у меня были средние навыки по Excel. Видео на канале я посмотрел больше, чем 30 штук, так что ставлю «Да» и нажимаю на «Далее». Здесь проверяется логика опроса, и мы попадаем во второй раздел. В нем скажем, что теперь мы себя чувствуем в Excel еще более уверенно. Далее. Здесь выставлю что-нибудь вот такое. А в вопросе ниже будет вот такой вариант. Отлично. И отправляем форму. Сразу давайте посмотрим, как будет выглядеть второй сюжет прохождения опроса. Для этого я опять в новом окне инкогнито перехожу по ссылке опроса, еще раз его заполняю, только в этот раз немного по-другому. И важное отличие будет заключаться в том, что в этот раз я укажу, что еще не посмотрел 20-30 видео на канале. В таком случае, по нажатии кнопки «Далее» мы попадаем прямиком к третьему разделу, перепрыгнув второй. Заполняю его и отправляю ответ. Если мы теперь вернемся к нашему опросу в качестве автора опроса, то видим, вкладка «Ответы» говорит нам, что опрос был дважды пройден. Перейдя в эту вкладку, мы можем увидеть обобщенные результаты в виде графиков. При этом сейчас мы видим именно общую сводку. Щелкнув же по вкладке «Вопрос», мы можем посмотреть все сданные ответы на каждый отдельный вопрос. В третьей же вкладке можно посмотреть сборку ответов по отдельным пользователям. Вот ответы пользователя 1 и вот ответы пользователя 2. Отлично. Также у нас есть вот такой переключатель, который позволяет отключить сбор новых ответов респондентов. То есть, предположим, срок опроса прошел, и тогда мы просто выключаем здесь возможность прохождения опроса для всех тех, кто, например, опоздал. Ну и последний пункт. Нажатием на вот эту кнопку мы можем экспортировать все результаты опроса в таблицу Google. Для этого можно создать новую таблицу в той папке, где уже находится опрос, или выбрать определенную, уже подготовленную таблицу. Я воспользуюсь первым вариантом, нажимаю на «Создать».
Сразу открывается таблица, и в такой табличной форме у нас представляются собранные в опросе данные. Получается картина здесь такая. Одна строка – это одно прохождение опроса. Один столбец – это один вопрос. Каждый пройденный опрос при этом также имеет временную метку, которая автоматически вставляется в первом столбце. Отлично, вот мы с вами и разобрали целиком почти все аспекты работы с Google Forms. В следующем видео я расскажу и покажу, как можно легко создавать классические QR-коды для ссылок непосредственно в Google Sheets, а также как можно легко и абсолютно бесплатно создавать вот такие красивые и своеобразные варианты QR-кодов все тех же ссылок. После же этого самого видео о QR-кодах мы будем учиться экспортировать результаты опросов из Google Sheets в Excel. И научимся там в Excel эти опросные данные обрабатывать и анализировать. В общем, нам предстоит обсудить еще много очень интересных тем. Я же в завершение хочу попросить вас пройти этот опрос. Можете просто, открыв камеру на вашем смартфоне, навести ее на QR-код и открыть таким образом опрос в браузере. Если же вам сейчас удобнее вариант с ссылкой, то ее вы найдете в описании под видео. Большое спасибо за просмотр и до встречи в следующем видео. Пока!